Но это однозначно ненормально, на мой взгляд. Просто трэш какой-то. В одном из своих предыдущих видео я показывал осадок в масле Татнефть Ультра Оптима, но канистры были другие, без надписи Тонека, более округлые, тоже свежие партии. Сейчас аккуратно вскрою этим ножом, крошка с него исключена, и посмотрим, есть там что-либо или нет. Также я вскрывал множество канистр старого образца Татнефть Люкспау во всех возможных вязкостях. В них было все чисто, абсолютно. Так, 5В40 вот вскрыли. Сразу могу сказать, что стало плотнее канистра, пластик канистры. Стенки канистры абсолютно чистые. А вот на дне есть вот такие единичные, не такие множественные, как в прошлый раз вкрапления. Но они есть. Именно вот там, где остатки масла. Сложно, показать, конечно. Тут как налет такой илистый из крупичек. Вот. Некоторые в прошлый раз предполагали, что это присадки. Ну, присадки обычно, если уж выпадают в осадок при долгом хранении лет 5. И такой восковой налет. Сейчас магнитной пробкой попробую примагнитить эти части. Две частички. Пробуем примагнитить. Нет, магнитик их не берет, при том, что сильный магнит на пробке. Сейчас на салфетку белую. 5В30 разрезал, да, канистры стали поплотнее. Это хорошо. Ну и тут прям трэш. Сейчас главное суметь заснять так, чтобы было видно. В В30 намного больше осадка. Вот тут прям река илистая. В В30 много осадка, отложений каких-то. Вот крупные частицы. Сейчас буду их вытаскивать по возможности. Но они не магнитятся. Тут вот вы можете видеть прям налет. То есть, это ни в коем случае не с ножа. С ножа ничего не отделяется. Я им и хлеб могу резать смело, кушать и колбасу. Вот. И тут бы были какие-то следы, отрезки, если бы нож как-то красил. А тут посмотрите, что. Конечно, кто-то скажет, что фильтр отфильтрует. Я как раз это В30 братишки в Весту залил. Сейчас он меня пошлет и сольет его. Вот вид сверху, вот прямо я как канистру разрезал. И вот сколько. Промылистый налет. Это не то, что там, как оно. О, видите, что? То есть не просто какая-то наплыв краски, царапина. Кстати, уж поставьте лайк за старание, Тумбочку загадил маслом, сейчас оттирать буду. Мудохаться. Да и резать сложнее стало. Как некоторые частицы, как уголь какие-то, вот как зола. Зола угольная, имею в виду, после горения. Некоторые коричневые, вот. То есть, вот эту вот частичку я не могу как-то раздавить, размазать, да, сейчас я ее достану. Некоторые вот получается частично раздавить, они как краска красить начинают. Но все равно на пальце ощущаются, как какая-то керамика, глина. Как будто глиняный горшок разбил. Вот, песком не назовешь, потому что, он тверже и тяжелее. Эти такие вот легкие, мягкие. Что за хрень? Напишите в комментариях, реально интересно. И хоть пусть это масляный фильтр и отфильтрует, но братишки с Весты я это солью. Залью за свои деньги свое сам, и больше уж ему такое заливать не буду. Тут очень много их, еще вот сложно камерой передать. Ставишь макро, падает качество, недостаточно хорошо. Ставишь 4К качество, не все берется из-за того, что не макро лежит. Ну вот, я на салфетку с пальца вот не видно. Но есть вот тоже, да, вот. Отлично сфокусилось. На салфетку достал. Растереть вот эти части мне невозможно. Некоторые, как я говорил, их растер. А тут знаете, что мне напоминает? Окалину. Мелкая ржавчина, окалина из труб, по-моему. Не столько керамика, сколько именно окалина. Вот еще раз то, что в канистре осталось. Это вот на салфетке я вам показал. Вот в канистре. Вот видно следы, вот здесь я растирал как мог.
А, вот эту часть не получается раздавить, она твердая. Тут мы видим, растиралась следы. Видать, помягче, ржавчина какая-то красящая. А это вот никак и ни в какую. Ну, прям твердые крупицы, жесткие. Ощущение, что даже можно как бы пораниться, если без перчатки. Похоже, окалина.